Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо с этого месяца на европейских дорогах и в цифровом пространстве появляются новые риски, способные привести к серьезным финансовым потерям или дорогостоящим проблемам для каждого жителя Германии. Сначала детально и на очень доступном языке с вами разберем, почему же в Германии даже опытные водители со стажем нередко путаются в белых стрелках на знаках запрета остановки, какие жесткие штрафы за это грозят и у каких ключевых объектов инфраструктуры парковаться категорически нельзя по закону. А дальше в выпуске реальный разбор, какой опасный трюк с автомобильным зеркалом используют мошенники на курортных трассах Италии, а в завершении неожиданная аналитика о том, почему стандартный четырехзначный пин-код от вашей банковской учетной записи представляет собой серьезную угрозу безопасности. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, давайте же все-таки разберем с вами, каким именно дорожным капканом нужно готовиться. Базовую разницу между полным и ограниченным запретом стоянки автомобилисты еще не понимают, но хаос начинается из-за огромного количества разных модификаций. Согласно официальной статистике юридического департамента страховой компании Хук Кобург, суды регулярно рассматривают жалобы автомобилистов, которые получили штрафы всего лишь потому, что не смогли правильно расшифровать графику на столбе. Первое базовое правило, друзья мои, которое нужно запомнить: любой запрещающий круг работает исключительно на той стороне улицы, где он физически правильно вкопан. Если вы видите чистый знак без каких-либо дополнительных рисунков, то зона ограничений стартует ровно от этого столба и тянется вперед до ближайшего перекрестка, развилки или выезда из жилого двора. Запомнили? Но как только внутри сине-красного круга появляются белые стрелки, у большинства автомобилистов начинается путаница. Автомеханики из сети сервисных центров АТУ регулярно предупреждают своих клиентов о неочевидных ситуациях на ремонтных участках, где такие знаки выставляют временно. Запомните эту схему, которую официально разъясняют и эксперты автоклуба АДАЦ. Если же белая стрелочка нарисована в самой верхней части диска, это означает начало действия запрета. Если же маркер смещен в самый низ, перед вами точка, где ограничение полностью заканчивается. Получается, что все пространство между стартовым и финишным столбами полностью отрезано для машин. Но на дорогах Германии чаще вешают диски, где нарисованы сразу две стрелочки. Поясню эту схему. Перед вами обычный промежуточный маркер. Эксперты автомобильного клуба АДАЦ напоминают, что такой указатель всего лишь подтверждение текущего ограничения. Это значит на самом деле, что парковаться запрещено как до этого столба, так и сразу за ним. Теперь давайте с вами разберемся, как внешне отличить полный запрет от частичного, ведь ошибка может дорого, друзья мои, обойтись любому водителю. На самом деле оба круга имеют идентичную красную окантовку и синее поле. Но дьявол кроется в деталях. Если внутри нарисована всего одна косая перекладина, идущая сверху вниз, перед вами ограничительный режим. На таком участке закон разрешает остановить ваш автомобиль максимум на 3 минуты. Этого времени на самом деле вполне хватает, чтобы быстро высадить людей. Водители службы доставки Hermes регулярно пользуются этой возможностью для быстрой выгрузки своих коробок. Но если же внутри синего круга нарисован полноценный жирный крест из двух пересекающихся линий, перед вами полный запрет остановки. В такой зоне останавливаться, друзья мои, нельзя, за исключением случаев, прямо предусмотренных правилами дорожного движения. Помимо каких-либо белых стрелочек, немецкие чиновники нередко устанавливают под запрещающими кругами дополнительные текстовые таблички, которые нередко вызывают путаницу у автомобилистов. Самый частый пример – это прямоугольная табличка с надписью «В рабочие дни». Многие на самом деле ошибочно думают, что это стандартный период с понедельника по пятницу. Но, друзья мои, по действующим правилам Германии суббота тоже официально считается рабочим днем. Поэтому остановка в такой зоне разрешена исключительно, внимание, по воскресеньям и общенациональным праздникам. А вот забывать об этих нюансах может для вас дорого обойтись.
В отчетах аналитиков крупной платформы проката LeasingMark водителям регулярно напоминают, что за парковку под подобным временным ограничениями машину могут даже эвакуировать на штрафстоянку. Также на знаках часто прописывают конкретные часовые интервалы. Если же на белом поле стоят цифры, например, от 6 до 18 часов, то в остальное время суток парковаться там можно абсолютно легально и бесплатно, не опасаясь муниципальных инспекторов. Также многие водители уверены, что если на обочине нет привычно сине-красного диска, то бросать машину можно где угодно. Это распространенное, друзья мои, заблуждение. По разъяснениям юристов автомобильного клуба ADAC, правила Германии закреплен целый ряд зон, где на самом деле парковка запрещена по умолчанию, без всяких там дополнительных указателей на столбах. Первейший пример – это знаменитый Андреевский крест перед железнодорожными путями. То есть в черте города закон прямо запрещает оставлять автомобиль ближе, чем за 5 метров до и после этого щита. За пределами городской черты этот лимит увеличивается уже, внимание, до 50 метров. Разработчики навигационных карт из корпорации TomTom специально закладывают именно эти участки в программные алгоритмы, чтобы водители заранее видели приближение к железнодорожным переездам. Такое же правило, кстати, действует и перед знаком «Стоп», перед бело-красным треугольником «Уступи дорогу» и перед любым городским светофором. Специалисты независимого юридического бюро «Адвокарт» напоминают, что перекрытие зон перед ключевыми элементами дорожной инфраструктуры может обойтись вам в кругленькую, друзья мои, сумму и обернуться начислением штрафных баллов в картотеке Фленсбурга. Финансовые же санкции за игнорирование этих дорожных правил в Германии могут ударить по вашему карману очень существенно. На независимом немецком информационном портале по дорожному праву опубликован подробный официальный прейскурант штрафных санкций, основные позиции из которых я прямо сейчас вывел вам на экран. Согласно внутренним регламентам страхового союза АКСА, подобные каталоги нарушений учитываются при расчете стоимости полисов гражданской ответственности, поскольку вы понимаете сами, дорожная халатность напрямую увеличивает, правильно, риск аварий. И помните, друзья мои, о самом жестком правиле. Если же ваша нелегальная стоянка заблокирует проезд спасателей или пожарных машин, штраф может увеличиться даже до 100 евро. Вдобавок к этому, в предусмотренных законом случаях начисляется штрафной балл в картотеку Фленсбурга, а автомобиль могут эвакуировать. По данным дорожной статистики службы автомобильного ассистанта АФАУД, подобная ситуация чаще всего происходит из-за банальной невнимательности у обочины. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения в Германии, берегите свои нервы и не тратьте деньги на штрафы там, где это возможно легко избежать. Расслабляться на самом деле за рулем нельзя ни на секунду, причем это касается не только немецких автобанов. А вот дальше, в разгар сезона отпусков на европейских курортах, водители подстерегают куда более опасная мошенническая схема. Сейчас на южных трассах стремительно набирает популярность изощренная афера с боковым зеркалом автомобиля. Самостоятельное автомобильное путешествие в другие на самом деле регионы всегда требует повышенной концентрации, ведь приходится на ходу привыкать к чужому стилю езды местных жителей и незнакомым разметкам на перекрестках. Согласно внутренним аналитическим отчетам, опубликованным IT-департаментом туристического гиганта Booking, перед бронированием отелей пользователи стали в 3 раза чаще изучать региональные закрытые форумы, пытаясь заранее найти дорожные ловушки. И на самом деле, друзья мои, не зря, ведь отпускников уже поджидают хорошо организованные мошеннические схемы. По официальным сводкам, на которые ссылаются юристы автоклуба ADAC, этот прием регулярно встречается на узких городских улочках и извилистых серпантинах. В зоне повышенного риска находятся владельцы массивных автодомов и жилых кемпингов. Сценарий всегда одинаковый. Во время разъезда со встречным автомобилем внезапно раздается громкий глухой хлопок по кузову, а идущая следом машина начинает настойчиво моргать фарами, вынуждая вас остановиться у обочины.
Для жителей Германии, арендующих машины через цифровой сервис AutoHero, такие дорожные инциденты на курортах могут обернуться длительными разбирательствами со страховыми компаниями. Схема такая. Местный водитель утверждает, что вы при разъезде повредили его боковое зеркало. В качестве якобы доказательства вам демонстрируют свежую черную полосу на кузове вашего автомобиля, которую злоумышленники заранее нанесли обычно пластиковым мелком. После этого человек начинает громко возмущаться и настойчиво требовать 200 до 400 евро наличными прямо здесь на месте, пытаясь оказать психологическое на вас давление. Единственный правильный шаг – это настаивать на официальном вызове карабинеров. По сообщениям очевидцев, после этого подобные требования нередко сразу прекращаются. Например, недавно немецкий турист на своей Tesla подробно описал похожий случай на Facebook. Многие граждане, предпочитающие личный свой транспорт перелетом на самолетах Lufthansa, регулярно делятся подобными историями и в соцсети. Благодаря встроенным камерам кругового обзора ему все-таки удалось записать происходящее на видео. Эксперты страхового концерна Allianz подтверждают, что такие материалы могут стать важным доказательством при разбирательстве страхового случая. На записи было отчетливо видно, как неизвестный на ходу бросает небольшие предметы в борт кемпера, чтобы сымитировать звук удара и, что правильно, заставить туристов остановиться. Но и это еще на самом деле не все. Сегодня в цифровом пространстве финансовая безопасность жителей Германии сталкивается с куда более масштабными рисками. Только задумайтесь, разве стандартный четырехзначный ваш пин-код от вашего личного кабинета, карточки пластиковой, не выглядит сегодня серьезной уязвимостью с точки зрения безопасности? Согласно официальным рекомендациям, которые регулярно публикуют IT-гиганты, например Apple, надежный пароль обязан содержать максимальное количество знаков, включая спецсимволы, и разные регистры. Операционные системы давно предупреждают при попытке вбить банальную комбинацию, а эксперты требуют повсеместно внедрять многофакторную аутентификацию. На этом фоне короткий код в банковском терминале кажется менее защищенным, хотя операторы мобильной связи настойчиво призывают переходить на длинные какие-то пароли, а для повседневной разблокировки гаджетов миллионы людей используют биометрию вроде Face ID, Уличные банкоматы, например, прямо держатся за старый формат 4 цифры. По данным аналитических отчетов Союза сберегательных касс Шпаркассы, клиенты привыкли к 4 цифрам при оплате своими картами. Сама причина, по которой мировая банковская индустрия до сих пор требует всего лишь 4 знака для защиты огромных денежных средств, оказалась довольно любопытной. Истоки этой особенности, скажем так, уходят корнями в прошлый век. Когда в конце 1960 года в Великобритании устанавливали самые первые уличные банкоматы, инженеры выбирали между 4-значными и 6-значными комбинациями. По известной истории, супруга создателя банкомата Джона Шеперда Байрона пожаловалась мужу, что ей проще запоминать максимум 4 цифры подряд. Именно после этого 4-значный формат постепенно стал международным стандартом. Хотя официальный мировой регламент ISO 9564-1 допускает использование кодом длиной от 4 до 12 знаков, на самом деле большинство терминалов работают с комбинациями до 6 цифр. Примечательно, что некоторые финансовые учреждения в Германии позволяют своим клиентам добровольно увеличить длину защитного кода именно с 4 до 6 символов. Однако здесь тоже существуют свои особенности. Руководство конгломерата Deutsche Bank обращает внимание, что разная длина пин-кода иногда может вызывать сложности при использовании отдельных терминалов за пределами Германии. На основе созданных памяток для путешественников, которые публикуют эксперты туристического холдинга TUI, в некоторых странах еще встречается оборудование со старыми настройками. Если же у вас установлен более длинный пин-код, а терминал не принимает ввода полностью, специалисты рекомендуют попробовать ввести первые 4 цифры. Во многих случаях операция проходит успешно, хотя по правилам европейских платежных систем оборудование должно корректно работать с различными допустимыми форматами. Сегодня же расчеты нам с вами наглядно показывают, что короткий шифр обеспечивает более низкий уровень защиты личных финансовых данных.
Каждая дополнительная позиция в вашем пароле увеличивает его устойчивость к подбору в геометрической прогрессии на самом деле, поскольку на каждую ячейку приходится выбор, вы понимаете, от 0 до 9. А стандартный четырехзначный код дает всего лишь 10 тысяч возможных комбинаций. В то же время шестизначный вариант расширяет пространство вариантов уже до 1 миллиона комбинаций. Согласно учебным материалам по шифрованию, опубликованным на образовательной платформе Coursera, такое усложнение структуры данных существенно повышает устойчивость к автоматизированному подбору. Впрочем, на самом деле у уличных терминалов безопасность держится не только на цифрах. Для подтверждения банковских операций требуется не только код, но и сама банковская карта. Поэтому система изначально использует, скажем так, двухфакторный принцип защиты. Защитные алгоритмы ограничивают количество попыток ввода. Если неверный пароль введен, напомню, 3 раза подряд, карта автоматически блокируется до проведения дальнейшей проверки в соответствии с правилами банка. По официальным отчетам инженеров технологического подразделения Bosch, современные банковские пункты самообслуживания оснащены интеллектуальными оптическими сенсорами, а весь процесс выдачи наличных контролируется системой перекрестного видеонаблюдения. Гораздо же важнее длины защитного шифра остается ваше личное поведение у терминала, поскольку даже самый сложный пароль потеряет смысл при банальной неосторожности с вашей стороны. Первое, друзья мои, негласное правило защиты – вводить цифры максимально незаметно для окружающих. При наборе комбинаций на клавиатуре банкомата или на кассовом терминале в супермаркете рекомендуется прикрывать кнопки свободной ладонью или кошельком. По официальной памятке, которую регулярно на самом деле публикуют представители торговой сети Rewe, такое действие снижает риск того, что ваши личные данные смогут увидеть посторонние. Второй обязательный шаг – это соблюдение безопасной дистанции. Не стесняйтесь вежливо, но твердо попросить стоящих сзади от вас людей отойти на пару шагов назад, пока вы заняты финансовой операцией. Правовые консультанты независимой онлайн-платформы Roland Reichsschutz обращают внимание на то, что чрезмерное приближение к человеку в зоне обслуживания может создавать риски для конфиденциальности личных данных. Контролируйте личное пространство у терминалов, чтобы на самом деле никто не смог подсмотреть ваши действия из-за плеча. Дальше, третий важный фактор безопасности – это максимальная концентрация внимания у терминала, поскольку злоумышленники нередко используют различные способы отвлечения вашего внимания. Не выпускайте банковскую карту из поля зрения и не отвлекайтесь на разговоры с посторонними людьми с момента установки карты в слот до получения ваших наличных. На самом деле некоторые люди могут представляться сотрудниками различных организаций или пытаться начать разговор в самый неподходящий момент. Не спешите реагировать на подобное обращение, пока полностью не завершите операцию и не уберете кошелек в карман. Также критически важно вовремя замечать возможные следы технического вмешательства. Любые необычные накладки на картоприемнике, подозрительные щели или нестандартно установленные элементы рядом с терминалом являются поводом сразу сообщить об этом сотрудникам банка. По внутренним регламентам торговой сети Lidl весь персонал кассовых зон проходит обязательный инструктаж по регулярному осмотру терминалов на предмет постороннего оборудования. Дополнительно возьмите за привычку, друзья мои, каждые 2 дня проверять свои выписки по счетам. Онлайн-банкинг позволяет это сделать быстро, заметьте даже небольшие подозрительные списания и своевременно обратиться в банк для проверки этой ситуации. Также, друзья мои, для контроля баланса пользователи цифрового банка N26 массово настраивают мгновенное оповещение обо всех абсолютно операциях прямо из смартфона. При малейших каких-либо подозрениях немедленно сообщайте в банк и блокируйте свою карту. Также лучше всего запомнить свой PIN-код, никогда не записывайте его и не храните в кошельке. Для дополнительной безопасности перенесите данные в сертифицированный менеджер паролей. Еще одно – это по рекомендации немецкого телекоммуникационного холдинга 1&1 современные криптографические разные утилиты повышают уровень защиты вашей персональной информации. Там ваш секрет будет храниться в зашифрованном виде. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же, друзья мои, со свежей порцией самых
честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про знаки Германии, опасные дорожные схемы в Италии и уязвимость четырехзначных кодов, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.